try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас в 2021 году на своем канале Orchids World. Я Ксюша и хочу продолжить знакомить вас со своими красивейшими сортами орхидеек, которые на сегодняшний день распустились уже на моем цветочном балкончике. Прошлый обзор мы с вами закончили знакомиться с верхней полочкой, но с момента прошлого обзора даже те орхидейки, которые я показывала, они еще пышнее распустились, и сейчас я уделю совсем немножко внимания им, потому что я вас уже с ними знакомила, но хочу при этом показать, насколько красивое цветение этих орхидеек на сегодня. Перед вами сорт Motion. Невероятно пышная красоточка. Я о ней рассказывала. Останавливаться долго не буду. Просто хочу показать, насколько пышно способен цвести этот сорт и насколько красив он в своем цветении. У него осталось только 2 бутончика вот этих вот, и она будет в полном распуске, и я обязательно достану ее и покажу ее отдельно, потому что несмотря на то, что этот сорт достаточно простой и его легко можно найти на прилавках магазинов, но это просто чудесная орхидейка, и она очень украшает мой балкончик. Значит, следующая орхидейка, которая тоже уже демонстрировалась, но хочу ее все же еще показать, это Феррара. Феррара полностью уже распустила все свои бутончики со всех своих цветоносиков. А как я уже говорила в прошлом обзоре, цветоносы новые она у меня не запускала, а процвела с боковых веточек, с боковых, вернее, почек, образовала боковые цветоносы, и вот такая красивая пышно цветущая орхидейка сейчас радует меня своим цветением. Рядом с ней тоже Феррара, но в мутации бабочки. Она тоже у меня сейчас уже полностью распустилась, и они рядом стоят, дополняют друг друга и радуют меня своим желтым цветом прям посередине полочки. Вот, значит, смотрите, с момента последнего обзора у меня произошла некая перестановка орхидеек, потому что очень многие орхидеи, когда распускаются, они просто уже не помещаются на тех местах, которые для них предназначены были, и мне приходится их переставлять. Так вот, с момента последнего обзорчика на это место переехала вот эта красотка. Это орхидея, ой, секундочку, эта орхидея называется Albufeira. Albufeira в виде бабочки, с мутацией бабочки. Очень многие ее знают, любят. Она чудесная орхидейка, даже без всяких мутаций. У меня этих орхидеек 2. Вот это вот, которая перед вами в виде бабочки. И у меня еще есть трилипс или пилорик. Наверное, пилор все же. Она тоже сейчас у меня уже раскрывает свои бутончики. Я обязательно ее покажу. Так вот, Albufeira у меня еще участвует в одном из видео по пересадке из покупного грунта. Я показываю эту пересадочку, рассказываю, как это я делаю, в какую смесь. Вот, и там эта орхидея с покупным цветением.
И оно такое же пышное, такое же яркое, красочное, но немножко все же отличается от зимнего цветения, потому что в зимнем цветении у этой орхидейки гораздо меньше преобладают вот эти бордовые пятнышки. И размер цветочка в зимнем цветении немного меньше. И в боковые петалии она как будто недораскрывает. Это у всех цветочков так. Вот вы видите, да? Цветочки такие, как немного полузакрытые. Эта особенность почему-то у всех крупноцветковых бабочек прослеживается именно зимой. Дальше буду потом показывать вам орхидейки именно вот с такими крупными цветочками восковыми. И у всех вот такие вот петали, немножко завернутые к серединке. Албуфера относится к сорту, которых еще иногда, еще называют арлекин, потому что каждый цветочек окрашен в свой неповторимый окрас. Вот эти количество пятнышек, количество, форма рисунка, каждый цветочек имеет свой особенный, поэтому когда в общем цветении каждый по-своему окрашенный цветочек очень красиво и эффектно смотрится. У нее желтый, если вы заметите, такой достаточно нежно-желтый, ближе к песочному. Никогда она не имеет вот такого яркого желтого окраса, как, например, Феррара. То есть можно сейчас вот наблюдать разницу в желтом цвете. У нее, да, на самом деле вот такой вот нежный песочный фон цветочка. Цветочек восковый и достигает 9 сантиметров. Но это когда световой день, конечно, продолжительный, когда достаточно естественного освещения, не только искусственного. Сейчас все же она имеет меньший размер цветочка, но это особенность у всех абсолютно орхидей в зимнем цветении. Motion, например, тоже. И абсолютно все мои орхидеи сейчас имеют размер цветочка меньший от того размера, на что способна орхидея в принципе. В общем, вот такая чудесная орхидея. Невероятной красоты, очень пышно цветет. Она у меня цветет с 2 цветоносов. Запустила она у меня сначала осенью вот этот первый цветоносик. И через 2 недельки я увидела появление новой пипки. И она вырастила мне второй цветонос. Первый она уже полностью распустила. Первая она ветвит. Видите, сколько у нее 2 веточки. Вот одна веточка боковая. Ой, секундочку. Вот вторая. Вот. И вот такой шикарный цветоносик вот с таким большим количеством цветочков. А второй цветоносик, конечно, поменьше размером, но все же тоже дополняет гроздь первого цветоноса. В общем, вот такая красоточка. Перейдем к следующим орхидейкам. Сзади у меня, кстати, растет цветоносик. Сейчас свой, это запоздалый мой цветоносик. Это Клеопатра. Вот, с 2 боковыми веточками. Вот. Запоздалая, потому что позже всех она у меня пустила цветонос. Даже думала, что она у меня продинамит и в зимнем цветении не процветет. Но все же цветение ее я увижу. А смотрите, кто у меня прячется. Вот там, на заднем плане, за моей ферраркой. Какая красивая орхидейка. Просто сейчас мы к ней подберемся.
Вот она, значит, добралась я к своей красавице через все цветоносые дебри. Посмотрите на этот шикарный сорт. Сорт называется Starfish. Она у меня собирается цвести с 3 цветоносов. Сейчас не получится показать все ее веточки, потому что она у меня стоит на заднем плане. В общем, она цветет с 2 новых цветоносов, один из которых она вот уже начала распускать, второй только растит, вот он там вот сзади листвы, и с одной боковой веточки старого цветоноса. Вообще, эта орхидея невероятно способна красиво и пышно цвести. Я ее увидела, подписана я ВКонтакте на одну девочку. Впервые увидела я там этот сорт, просто обалдела от красоты этой орхидеи и кинулась на ее поиски. И на удивление я ее быстро нашла. Почему на удивление? Потому что сейчас я ее очень давно не вижу в завозах. Это вообще голландская орхидея, не подросток. Купила я ее, как все голландочки, уже взрослую. Значит, смотрите, насколько красивое, яркое ее цветение. Желтый более насыщенный, например, чем у Albufeira. И вот с такими выпуклыми, они выпуклые, бордовые пятнышки. Летом, кстати, она выгорает. И вообще заметила, что все желтые орхидеи в зимний период у меня все же сохраняют свой желтый насыщенный цвет. Если и выгорает, то совсем немножко, это практически незаметно, потому что вот Феррара у меня некоторые цветочки уже, те, которые отцветают, я вижу, что цвет остался такой же насыщенный. А вот в летний период очень сильно выгорает из-за яркого освещения желтые сорта. В общем, эта орхидея имеет размер цветочка около 7 сантиметров. Очень пышно цветет, просто невероятная красотка. У нее листва достаточно такая вытянутая, листик не очень широкий, но длинные листики. Я ее тоже обязательно покажу отдельным обзором, когда она распустится. Есть такие сорта, которые просто очень хочется показать раскрыть всю красоту этого сорта, не в общем обзоре, а в отдельном, только посвященном данному сорту обзору. Вот такая орхидея Starfish. Следующая орхидея, которая у меня тоже прячется на заднем плане, горячо всеми любимый и редкий на сегодня уже сорт, это красавица Мальма, тоже в мутации бабочки. Кто со мной в Инстаграм видел мою эту орхидею, я ее показывала как в обзорах, так и фотографии прошлого сезона цветения. Это зима и весна 2020 года. И там она более яркая. Вот сейчас она тоже только-только распускается. Все цветочки свеженькие, еще не успели потерять свой окрас. Вот, но как вы видите, цветочки более спокойного окраса, не такие яркие, как в летнем и весеннем цветении. Ее я тоже обязательно покажу отдельно. У меня она тоже цветет с 2 цветоносов. Вот там вот на заднем плане есть еще один цветоносик. Вот он просто покороче.
Вот. А вот основной вот этот цветонос, она разветвила на 3 веточки. Тоже очень благодарная пышноцветущая орхидея. Но, к сожалению, на сегодняшний день это и дорогая, и редкая красавица, потому что, к сожалению, многие сорта садовники уже не выращивают за давностью, потому что все больше и больше появляется новых сортов, которые просто вытесняют старые сорта, и, соответственно, эти сорта становятся уже такими раритетами, которых очень сложно найти, либо стоят они очень дорого. Ну и нам, цветоводам, конечно, я всегда очень переживаю и трясусь за такими сортами, очень боюсь за их здоровье, всегда думаю, как бы чего не случилось, чтобы не потерять свою редкую красавицу. Так, ну что ж, поехали дальше. На этой полочке у меня начала свой распуск просто обожаемая мною орхидейка. Посмотрите на ее красоту. Многие, во всяком случае, знают этот сорт, потому что она сейчас все чаще в завозах и в заказах в группах. Это пандочка. Но моя пандочка галашка. И называется она, покупала я ее из частной коллекции с рук, вот у девочки. Вот это, кстати, бирочка еще от старой хозяйки. Вот она вот так называется. Это как голландское название ее. Вот. А в заказах она уже появилась под названием панда с какими-то циферками. Сейчас я так не вспомню, чтобы ложную информацию не давать. Надо посмотреть. Я прикреплю название, когда буду монтировать. В общем, это гигант, это орхидея, просто гигант моей коллекции. Я сейчас вам покажу ее листву. Это все, кто купили подростка, должны понимать, на что вы рассчитывать будете с ростом этой орхидеи. У нее просто невероятная розетка. Она у меня гигант коллекции, занимает первое место по величине ее ботвы. Размах ее листьев достигает 70 сантиметров. Очень крупная розетка, соответственно, и корневая у нее такая же мощная, и такие же мощные она растит цветоносы. У нее цветоносы чуть меньше, чем мой мизинчик. Вот смотрите, какие по сравнению с мизинцем, какие толстющие цветоносы. Этот цветонос, с него цвела у меня весна-лето 2020 года. Вот. А вот этот цветоносик, я не отрезаю, как уже там кто за мной следит, кто смотрит мои обзоры с определенного периода времени, я перестала отрезать цветоносы. Вот. Почему, можете посмотреть мои видео, не буду сейчас тратить на это время. Вот. А вот второй цветоносик, вот это уже она запустила в конце 2020 года, это вот в этом периоде осеннем. И вот моя красавица выпустила вот такое большое количество бутончиков. Сейчас я их насчитала, кажется, 11 бутончиков. Прошлое цветение она мне разветвила, этот цветоносик. Здесь вот это была боковая веточка, это была шикарная гроздь. Я прикреплю в процессе монтажа, покажу, насколько красивая эта орхидейка. Вот, а в этом цветении она у меня дала только основной цветонос без ответвления, но с большим количеством бутончиков. Вот она вот так, видите, тянется к освещению.
немножко искривила свой цветоносик, но у меня, к сожалению, нет возможности при таком большом количестве орхидей, и все-таки не очень много у меня места на балконе, формировать абсолютно все цветоносы идеально правильно. Уже какие-то я формирую, конечно же, какие-то у меня растут в вольном стиле, как им нравится. Вот. Вот такая красавица. Я сейчас о ней в пару слов расскажу о ее цветочках. Размер цветочка у нее достигает в весенне-летний период до 12 сантиметров. Белоснежный, просто абсолютно белоснежный фон, и на фоне этого белого полотна просто невероятной красоты вот такие вот чернильные рисунок в серединочке. Причем этот рисунок не выпуклый, но он бархатный. Вот знаете, как напоминает, как крылышки у бабочки. Вот такие вот, я не знаю, сейчас, может быть, освещения недостаточно, чтобы показать эту особенность у этой орхидейки, но я постараюсь это сделать обязательно отдельным обзорчиком. В общем, очень красивая орхидея, при том, что те, кто любят белые орхидеи, это просто будет такая жемчужинка коллекции, потому что я большой любитель белых сортов орхидей, у меня их очень много. И вот этот мой сорт, я его просто очень люблю, обожаю. Но говорю, что места надо для него много, потому что в перспективе, у кого подросток, готовьтесь к тому, что надо для нее много места. Она у меня сейчас в активном росте, помимо цветения, такого не в 2-3 цветочка, а пышного цветения, то есть на него надо достаточно много сил, энергии. Вот, помимо этого, она еще растит у меня новый листик, вот, и новые корешочки тоже у нее лезут. На все 3 процесса ботвы, корней и цветения вообще орхидейке надо много сил, и на такое способны только уже зрелые взрослые сорта орхидей. Но это также еще говорит о том, что ей хватает и светового дня продолжительности, потому что, как вы видите, я досвечиваю свои орхидеи даже днем. Сейчас у нас на улице 3 часа дня, но мои лампы включаются с 7 утра, несмотря на то, что на погоду, которая у нас за окном. Так вот, пандочка, в общем, вот такая красоточка. Буду делать еще обзоры дальнейшие, и когда орхидеи более пышно будут распускаться, я еще вам ее точно покажу. Я не помню, показывала я, не показывала в прошлом, нет, не показывала в прошлом обзоре этот сорт. Это сорт Манхэттен. Манхэттен горячо любимый тоже мой сорт. Обожаю этот фиолетовый в крапушку цветочек. Причем очень такой, какой-то очень нежная крапушка у нее. И невероятной красоты губа. Оранжевая, такая ядовитенькая. И тоже в такую же крапушку, как и все ее петалии и сепалии. Сейчас, как я уже и говорила, у нее цветочек, видите, не очень крупный. Он сейчас не больше 8 сантиметров, некоторые и того меньше. Самый, наверное, крупный цветочек порядка 8 сантиметров. А чем ближе к концу цветоносика, цветочки имеют меньший размер. Это все потому, что все же, как я говорю, недостаток естественного освещения. То есть продолжительность дня я своим орхидеям устраиваю 14-15 часов.
Но искусственный свет все же, по моему опыту, это невозможно заменить естественное освещение, и это на зимнем цветении все же сказывается на размере цветочка. Вот даже сегодня я делала пост в Инстаграм, и одна девочка мне написала о чармере. Там у меня вот моя красоточка, вот эта вот орхидейка чармер была в обзоре. И девочка написала, что у нее очень мелкие цветочки, и она как бы даже расстроилась. Я так поняла, что это ее первое домашнее цветение после покупного. Но когда она увидела мой цветочек, сказала, что есть надежда на то, что я увижу крупные цветочки. Так вот, это связано с тем, что в зимнем цветении естественного освещения недостаточно для величины цветочка. В общем, кто имеет сорт вот этот Манхэттен, знает, что цветочки у него гораздо крупнее, чем вот сейчас у меня на веточке. Но веточка, цветонос очень большой, ветка цветоноса и высокая, она у меня порядка 80 сантиметров, наверное, эта веточка с ответвлениями в 4 боковых цветоноса, раз, два, три, да, 4, и на каждом, вот, на каждой веточке, ну, приличное, я считаю, количество цветочков. Розеточка у этого сорта очень аккуратная, вот она. У нее такие овальные, не очень большие, не лопухастые листики. Она занимает немного места, но моя Манхэттен давно завалена уже на бок и растет, как многие природники, свисая вниз листочками. С этим положением вещей я уже не борюсь, позволяю расти моим орхидейкам так, как им удобно. Но при том еще у меня на балконе так получается, что все равно источник света в одном месте, да, и все равно орхидеи склоняются своими листиками. Вот, например, тоже, вот видите, листиками склоняются в сторону естественного освещения. Так, ну что ж, Манхэттен тоже очень достойный сорт. Сорт, который тоже украшает коллекцию. Очень люблю ее за пышность цветения, за его неприхотливость, потому что его могут выращивать смело даже начинающие орхолюбители. Совершенно простая в выращивании орхидейка. Ну и, наверное, сегодня уже я завершу свой обзорчик вот этой красавицей. Она у меня фигурировала в прошлом обзоре. Там она растила только свои бутошки. Это черная молния. На сегодня у нее осталось до полного раскрытия только 2 бутончика. Сейчас, секундочку, я так вот сделаю, чтобы было информативней. Вот, смотрите. Значит, я собиралась вообще-то делать по ней уже отдельный обзор, потому что она уже практически раскрылась, и продемонстрировать всю ее необычную в этом цветении красоту хотелось отдельно. Поэтому сейчас я пробегусь только вот так вот вскользь в рассказе о ней. Удивительные цветочки в этом цветении она мне продемонстрировала. То есть, как вы видите, одна правая петалия боковая имеет окрас по сорту, вот, а вторая петалия какая-то очень странная, она маленько недоразвитая в величине и имеет окрас
вот такой полностью фиолетовый. Конечно, вот этот цветочек вообще очень интересный. Посмотрите на этот цветочек. Вот. И вот каждый цветок неповторим. Он, он имеет свой и размер, и форму, и окрас. Вот такая красавица, но я не хочу рассказать отдельно. Сейчас вот просто покажу. Вот сейчас бутончик тоже раскрывается. Посмотрите на эту красоту. Очень люблю этот волшебный момент раскрытия бутончиков. Смотрите, какие красивые у нее красивый окрас по краешку лепесточков. Вот такая красавица живописная. Я этот сорт называю живописный, потому что у меня есть четкое убеждение, что ее кто-то разрисовал кистью. Каскадик очень большой. Вот такой каскадик. Сидит она у меня в мхе, я об этом рассказывала. Вот такая красивая орхидейка. У меня, кстати, на этой полочке еще стоит хойка. Как-нибудь тоже расскажу о своих хоях. У меня их тоже уже, ну, около, наверное, 20 сортов. Под лампами они очень хорошо растут. Вот это за зиму она у меня дала новые, вот эти вот новые красивые листочки глянцевые. Вот. И некоторые даже собираются цвести. Тоже покажу потом. Ну что ж, дорогие мои, сегодняшний обзорчик я буду завершать. И уже солнышко садится. Сейчас солнышко садится очень быстро. И уже освещение даже сейчас, я вижу, упало. Поэтому о тех сортах, которых я хотела рассказать, я рассказала. Секундочку. Вот так я хочу вам показать напоследок свой балкончик. Гости моего канала, подписывайтесь. Всем, кому было интересно и полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. И до новых встреч. Пока-пока. Try to fly